Друзья, в этом ролике я завершаю цикл поездки в США. Мы с вами бываем на Сток-Ярде и увидим знаменитых Лонгхорн. Также посмотрим, как проходит День ветеранов. Побываем в гостях у моих друзей. А также попробуем знаменитый суп Кэмпбелл. Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия. Мы в Техасе. И сейчас прекрасная Ольга Бербасова покажет нам немножко Даллас. Да, путешествие обещает быть приятным. Весь юг, как он начинал застраиваться, когда придумали кондиционеры. То есть вот северяне, янки сюда стали умные приезжать. Потом вот еще в Мексиканском заливе, естественно, богатый нефтью, начал развиваться Техас. Именно вот в промышленном плане, там, технологий. Короче, нашли нефть, пошли бабки. Начинался он как город, где парковались тогда коров, да, вот этот, да. Пастбище, тут железная дорога, которая вот соединяла юг с севером. Но вообще Техас один из самых, после Калифорнии, он второй, да, по богатству штат. Я думаю, что он самый богатый штат. Вика, спасибо, что ты сказала. Да. Должно быть самое. Да нет, он реально самый богатый штат. Оль, как те дороги в Америке? Ну вот, например, сейчас мы едем по дороге, которая уже построена. А до этого вот мы прыгали с вами. Бывает и такое. Но бывает хуже, но реже. Чаще в основном вот так, да. Чаще. А если в какую-нибудь глубинку Техаса заехать, где какие-нибудь ранчо, там какие дороги? А вот вы приедете ко мне в гости, я вам покажу. У меня там, то есть вот там, где я живу, там прям вот рядышком уже Техас. Но в основном дороги все хорошие. Или если они не хорошие, то они строятся. Если будете брать машину, то вот здесь такая стоянка есть в конце Сток-Ярда. Вот наверху машины стоят. Это бесплатная парковка. А здесь платная, поэтому учитывайте это, пожалуйста. Паркинг стоит до 11 вечера, здесь $12. А если на сутки, то $30. Короче, магниты $7 плюс налог. Под десяточку идут. Города-побратимы Форт Ворса. Какая красота. Пахнет сеном, мошечки над ними кружатся. Подготовка к Новому году полным ходом. Корову бедную в седло повесили, и за деньги люди на ней фотографируются. Я, пожалуй, не буду это делать. Это арена, куда мы ходили на родео при дневном свете. Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия. Сегодня мы с вами в самом сердце Техаса, в городе Форт Ворс. Вот посмотрите, это вот зрелище, ради которого сюда приезжают люди. Уникальные коровы, которых вы, наверное, больше нигде не встретитесь. И именно отсюда начиналась история Техаса. И это самое его сердце. Да, это бычки одни. Что-то я перепутала, что это коровы. Как прикольно они кактусы расписали, шрамировали. Здесь на Сток-Ярде как будто бы в ботанический сад попадаешь. Столько всяких растений интересных. Особенно вот это вот мне понравилось. А вот здесь механический бул. И в прошлом году я 2 минуты продержалась на такой штуке. Можно взять лошадок на прокат. Оля, ты сколько здесь уже живешь? 99-го. По зову сердца приехала. Так долго не живу. Я приехала сюда как авантюристка в какой-то степени. Мне было интересно. То есть я была учительницей английского языка, я знала язык, и просто как бы... И поскольку я очень любила походы, движения, думаю, ну, слушайте, вот уже... То есть это такой поход на всю жизнь? Да, ноги довели вот даже за океан. Ну, ты не жалеешь, что ты сюда приехала? Я нет, но на сегодняшний момент, а завтра не знаю. А что может повлиять на... Не знаю. А вот сейчас у нас многие люди эмигрируют
Ну, или хотят эмигрировать. А есть какой-то совет, вот, что обязательно нужно, чтобы когда ты собрался на такой серьезный шаг, потому что эмиграция – это серьезная такая, очень сложная вещь. Я когда сюда приехала, я услышала такую фразу, причем от местных жителей, от американцев, которые уже несколько поколений прожили, что первая волна иммигранта – это потерянные души. И поскольку это страна, которая выросла на эмиграции, то есть здесь для того, чтобы быть американцем, просто должен приехать в эту страну и пройти определенные процедуры. Нет такой национальности, скажем так, американцев. В общем, они всех принимают. Конечно, да. То есть это страна эмиграции, поэтому... Нужно или очень много денег, или не чураться любой работы. То есть ты можешь быть с офигительным образованием и убирать унитазы, чтобы где-то чего-то достичь. Поэтому, для начала, да. Потом, да. То есть потом уже подтверждаешь свое образование и свою ценность. Да, так и делаю. Вот у меня подружка, она была в России, была врачом. Приехала сюда, стала медсестрой и продолжала учиться, получать свои дипломы, сертификаты, чтобы быть врачом. И это заняло 10 лет. Так получается, что в Форт-Ворсе я попадаю на какие-то значимые мероприятия. Это как-то был женский турнир по большому теннису с участием всех топ-8. Или вот сейчас, 11 ноября, это День ветеранов. Это федеральный праздник, но это было феерично. Как будто бы карнавал, когда каждая школа идет под музыку, все люди радуются. Тачки, перформансы, веселуха. И вот я решила узнать, что же это за праздник такой. А праздник этот образовался 11 ноября 1918 года подписанием Компьенского перемирия. Тогда завершилась Первая мировая война. И с 1900 года ряд американских штатов отмечали годовщину прекращения огня. А в 1926 году Конгресс США принял резолюцию, призывающую все американские штаты отмечать эту дату как День уважения ветеранам Первой мировой войны. И дальше церемония в честь вот этого ветеранского дня проходила каждое 11 ноября. 11 месяца в 11 часов утра. Изначально это называлось День перемирия, но в дальнейшем этот праздник стал называться ветеранским днем. Вообще в США насчитывается порядка 17 миллионов ветеранов, но несмотря на то, что это федеральный праздник, его не делают выходным днем, потому что он находится недалеко рядом с Днем Благодарения, поэтому, чтобы не делать много выходных дней, он остается рабочим. Но все равно это такое очень интересное мероприятие. Я в восторге от количества тачек, вообще атмосферы праздника. По всему городу очень много бывших военных, и они встречаются в барах, в ресторанах. В общем, такое интересное мероприятие. А какая первая твоя работа была? Я была учительницей английского языка. Ну, это в России? Здесь. А, здесь? Да. То есть ты сразу подтвердила? Ну да, но я там работала, там была такая программа, что я могла просто работать типа как учитель на замене. Если кто-то не приходит, учитель не приходит, я его замещала. Да. Так, а переучиваться там, еще что-то делать надо было? Просто показываешь свой диплом. То есть, если диплом, они тебе подтверждают твой диплом. Российский диплом, тогда перевели, подтвердили, и все без проблем. А сейчас так же? Ну, думаю, да. Мне кажется, что, наверное, пару лет что-то. Ну это неплохо. Да. То есть ты просто приезжаешь, то есть есть такие институты, заведения, которые ты просто посылаешь все свои дипломы. Иногда кто-то где-то недавно сейчас говорил, что делают официальный запрос, а не просто смотрят вроде. Ну, наверное, это просто варьируется от ситуации к ситуации. Но на адвоката и доктора, естественно, да, должен подтверждать. Да. Но должен переучить. Но это тебя только допускает, это не дает тебе автоматически право быть доктором. Это тебя допускает к тому, что ты готов, чтобы сдавать экзамены, получать там сертификаты. Оль, ну и первый город, в который ты приехала, это какой был? Вот как раз вот откуда мы сейчас. А почему именно он? Потому что там жил мой муж. И живет по сей день. Я сюда первый раз ехала. И говорю, а где город-то? А он что? Сейчас приедем. И потом приехала, и все равно города нет, в моем понятии. Потому что я уезжала, я жила в Москве года 4, наверное. Вот, кстати, на водонапорных пишут, какой город. Бэдфорд. Запрещеночка-то, а?
Пришли в какой-то алкашный магазин, блин, тут столько всего. И второй ряд. С ума сойти. Короче, полочка с самогоночкой. С огурцами, О, прикольно, нормально. Тут техасцы зажигают. Смокшайн называется. А, Муншайн. Техас Муншайн. По виду самогонка, Сэм. Как выглядит супчик. О, кстати, очень аппетитно выглядит. Сейчас буду пробовать. Что туда водички? Чуть-чуть из-под крана. Какая разница? Из-под чего? Виктория шутница у нас. И все, и в микроволновку. Целый, видите, какой ассортимент у меня. Будем все пробовать. Какое богатство в холодильнике в недружественных странах. Там еще морозилочка есть. Ну что, друзья, пробую Кэмпбелл первый раз в жизни. Это будет следующее, томатное. Вот такой желтенький, красивенький, кусочки курицы вижу тут. Морковочка, макарошки. Очень неплохо. Супчику-то посербать. Макароны, знаете, такие не альденте, конечно, но и не совсем прямо разваренные. Потому что такая американская классика и очень круто. Прям возьму с собой несколько баночек. Вот даже в такой современной застройке все равно вот этот исторический стиль, да, техасский, прослеживается. Одноэтажные дома и плоские крыши, то есть без всяких там козырьков. Оля, вот ты, говоришь, много путешествовала по Америке. А где больше всего понравилось? 2 раза была там. То есть Йеллоустоун обязателен, да, к посещению? Да, прям. Я мечтаю. А в какое время лучше ехать в Йеллоустоун? Ну, если есть выбор, то, наверное, лето. Потому что, он как бы так достаточно на севере, то есть там могут быть, там снегом засыпет или еще что-нибудь. Ага. Ну, я, кстати, смотрела фотографии, я была на Камчатке у нас, и там есть Я была. долина Узон. Ага, я там не была. Мне кажется, она похожа на Йеллоустоун, да. Я была... Я тебе потом покажу фотографии. Окей. Слушай, я поднималась на Авачу, и были мы в долине гейзера. Похоже, да, я согласна. Кипит, бурлит там вообще. То есть у них есть там такой гейзер, называется Old Faithful, типа старый, как это перевести, типа такой старый, скажем так, тот, кто никогда не подходит. И он вот раз вот на протяжении какого-то огромного количества лет уже, он постоянно этот гейзер выскакивает С одной и той же с одной и той же периодичностью во времени, да. То есть ты можешь засекать до минут 20. Он побрызгал и ушел. А где еще понравилось, вот, помимо Йеллоустоуна? Мне очень понравился Мэйн. Штат Мэйн. Это где крабы. Где крабы, где многие эпизоды у Стивена Кинга. Может быть. Я боюсь тебе такие рассказы. Да, не читала Стивена Кинга? Нет. А мы как зачитывались-то в конце 80-х, начале 90-х. Мне кажется, я прочитала пару страниц. А сейчас поедем в гости к нашим друзьям, которые уже больше 30 лет живут в Техасе, которые приехали с пространств бывшего Советского Союза. Погостим у них, посмотрим, как они живут, Светлана и Виталий. Будет сало, вот такие вот огурцы. Еще у нас будет мясо. Мясо, свининка. Самостоятельно делаем. Еще вот у нас картошечка варится. За $7 та картошечка. Это кто такой пришел? Это кто такой пришел красивый? Как тебя зовут? А? Винстон? Винстон. Какой прекрасный Винстон. Ну вот смотрите, вот это вот неведомое, похожее на большой, только зеленый физалис, называется томатилис. Да, это как физалис, много-много косточек. Чем-то зеленое яблоко напоминает. Яблоко или помидор? Очень приятно. Вот такую штуку я попробовала. То есть в картошечку, Да. чесночок вот такой вот штучкой Галина делает. Какая красота. Это прям Барби стайл. А тем временем наши дорогие хозяева
в принципе, Нарезают сало. Колбасу там. колбасу Друзья, сейчас Виталий нам нарезает колбасу, которую их друзья из оленя. из оленя Сами словили. сами словили оленя и перевезли. Сами душили. И потом сделали вот такую оленью колбасу. А так как я человек из Мурманской области, Ну, вот сейчас я заценю. Ну, слушай, по сусекам наскребли. По американским сусекам. Хорошие сусеки такие, очень жирные сусеки у нас получились. Смотри, как они ее фирменно делают. Офигеть. Да, все с номером телефона. Только приносите. Ну, в домашних условиях, да? Нет, Нет, там комбинат такой какой-то. комбинат. У кого-то заводик маленький такой. То есть это СТМ, собственная торговая марка, получается. Да. Представь со сыром. Особенно в Америке сметана, вот ложка стоит. Но это в России как 35-й. Председатель. Тридцаточка. А вот так картошечки. А вот так рюмочку, ваше здоровье. Белорусский пирожок получился. Белорусский пирожок с капустой от мамы Гали. В следующий раз с грибочками. В следующий раз приеду, За всего 300 привезу. Смотри, как шпага отличается. Намного больше. Видишь, она есть какой клинок шире. Да-да-да. Значит, разница в правилах. В рапире мишень только торс. Торс и спина. В шпаге все, что хочешь. В голову, в палец, ноги. Пожалуйста, значит, полностью. Главное добраться до тела. Но все равно надо кнопку нажать, и причем довольно оно нелегко. Можешь попробовать пальцем. Да, то есть оно не так. Ну то есть да. надо хорошо всадить, чтобы лампочка загорелась. Да-да-да. Как говорится, вот. Виталий, это Все вот... в основном в Америке, потому что оттуда я не вез ничего. А что было? Там, во-первых, не давали особо. Выступать? Жлобы. Да нет, ну когда-то я же занимал места все время, знаешь. Давали бумажную грамотку, которую, знаешь, потом можно было выбросить. А это все за американские Это какие-то всё турниры, да? американские турниры. Ну, Это за сколько лет? вот это, я думаю, лет 10-15. Вот это, например, чемпионат даже не США, а чуть побольше, как Кубок мира, типа Северная Америка. Но там откуда хотят могут. Вот самое главное. Мастер спорта СССР. СССР. Виталий Боксинер. Да, Советский Союз. да, Украина. На 3 самом сотни, деле, да. я уже ее хотела заменить на нашем этом стак-ярде. Я увидела там лучше корову и дешевле. Того? Да. А это Лонгхорнс? Нет, это я увидела это там лучше корову, я немецкая. поленилась ее просто купить. Обычная пятнистая. Это просто корова. Коровка, да. Тоник, Так живет средний класс. средний класс в Америке. Нижний. Мой дед был знаменитый художник. А, да, Серьезно. вот это Да, круто. да. Значит, родился он в Румынии. Значит, человек жил в одном и том же апартменте всю свою жизнь. 7 стран поменялось. В одном адрес не менялся, поменялось 7 стран. Вот, А вот расскажи, интересная Какие история. страны? Значит, Румыния в начале, Австро-Венгрия, Германия, Россия, Украина. И кто-то еще там прыгал между, значит, Чехословакией где-то там. И, ну вот, А какое это место-то было? Черновцы. Украина сейчас. То есть Черновцы. У него, правда, Буковина. дед реально был очень... Значит, он учился в Флоренции, Академии художеств. Так вот выходишь и идешь в Освояси. И вот такой прекрасный дом. Нормальный. Кирпичный? Нет, это все фанера. То есть это в пол кирпича даже, не в целый. Да, это Они только во облицовка. фронте делают, да, знаешь, А сам облицовочка. каркасный, да? А вообще дома здесь строят из бумаги. Друзья, знаменитый торт Black Forest с уникальной историей, которой лет, наверное, больше 100. Здесь, я так понимаю, Свет, мороженое, да? Здесь мороженое, ну, это сливки, наверное, взбитые. Взбитые какие-то, сливки, замороженные. И 2 коржа, да. И которые... это темный шоколад. Да.
Что ты можешь добавить по поводу торта, Виталий? Что ты знаешь по поводу... Что его всегда не хватает, это правда. Это очень вкусно. Причем его можно купить на любое количество гостей. Если у вас там, например, вечеринка на 200 гостей, его можно заказать на 200 в большом размере, да. Вот скажи, что там орехов нет. Почему она думает, Там что орехов вообще нет. есть? Я чувствую орехи, да. Я. Но они измельчены. Правильно. Они перемолоты, но они там есть. С кофе идеально. Enjoy. Интересная какая церковь. Модерновая прям. Ну, японских много машин, я смотрю. Да, здесь же завод Toyota построила. Давно уже. В Техасе причем. В Техасе, да? Ну, Тесла в Техасе тоже. Да. Потому что здесь очень, он такой штат, который он такой, как бы, Френдли для бизнеса. френдли для бизнеса. Вот здесь нет налога на прибыль. То есть то, что ты получаешь, ты не платишь налог на прибыль. Ну, не то, что они там тебя, знаешь, разрешают тебе вообще ничего не платить. Как бы дороже ты платишь налог на недвижимость, на землю. Вот. Но налог на доход не платишь. Ну, вернее, может быть, и платишь, но небольшой какой-то. Ну, не-не-не, то есть нет вообще налога на доход. Типа income tax. У тебя нет. Целый вот такой вот во льду. Всякие капусты. Обалдеть, конечно. Но это цена в центах. То есть капуста 68 рублей. На 2 умножать надо. Это цена за полкило. Ой, как перцем пахнет. А вот это поблана. Да, поблана пепперс. И вот есть еще такие. А вот смотрите, такой холодильник, и здесь грибы свежие растут. Я сама не видела. Все свежее, все, блин, аппетитное. Система включилась, чтобы все в прохладе было. Помидоры черри тоже в многообразии каком-то. А вот помидоры вяленые. Вот эти, наверное, очень вкусные, органические. А вот самые дешевые, как и у нас, Рома Томатос называется. Так, ну тут рай для белоруса, потому что картошка вообще, смотрите, какая. Ну, это батат явно. А вот тебе, пожалуйста. Со всего мира, наверное, картошка. Мы будем вот такую, да, Света? Мы будем такую маленькую. Вот еще сладкая картошка. Ой, ребята, вот целый, вон, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 видов лука. Слушайте, ну вот Central супермаркет это прям какой-то музей. Музей овощей и выставка народного хозяйства. Вон еще сколько там идет всяких фруктов и яблок. Теперь отдел с тропическими фруктами. Тоже здесь. Вот прикольная алоэ вера какая. $1.48. Кокосы. Это я даже не знаю, что это такое. Пишите в комментариях, если кто знает. Ну, рамбутан нам знаком. Хурма, киви, джекфрут. Отдел с цитрусовыми, лимонные, какие-то органик, оранжес, лаймы. А вот красные апельсины, это я очень люблю. Помело. Какой-то юзу цитрус японский, дорогой. Бергамот. Вот он, бергамот. Наконец-то я его увидела. Я думала, что это такое? Какой-то макрут лайм. А это каламанси, что ли? О, Goodness Hunt. Вот это вот вообще интересный какой-то цитрусовый явно. Даже, блин, рука Будды. Я бы даже такой домой увезла. Еще лобстеры по 19, свежайшие. Блин, каких только шелсов нет. Вот прям в жопке лобстеров канадского. Гребешок, кальмары, стоун краб. Блин, крабовое мясо. Вот он, стоун краб, который ела в Майами.
Ну, вы загниваете, конечно. Загнивающий Запад. А образование, если сравнить, то какое лучше, американское или... Это $1 million question. Как многие думают и говорят, и я не знаю, согласна ли я с этим или нет, то здесь образование среднее, вот в школе, да, ну так себе. Но почему каким-то образом то есть очень хорошее образование, высшее имя. А среднее... А среднее как бы, да. На троечку. Ну да, потому что они здесь все там детей любят, никто там никого там лишний раз, знаешь, там не обижает, да, как бы никого не бьют. Вот. Ну и как бы там растут такой, там, как бы тяп-ляп. Инфантильные товарищи. Вот. Но как бы те, которые идут в колледж, то есть там им уже не дают вообще никаких поблажек. То есть там уже обучение по полной программе, специалистов готовят. Да, или плыви, или тони, это уже как бы свои бабки платишь, да. А бесплатных квот мало, да? Ну, наверное, да. Да, курс не прошел, повторяй. А повторяй каждый раз надо платить. А, поэтому мотивация хорошо учиться. А он сразу, да, деньгами очень хорошо мотивирует.